Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем сравнение технических параметров яхт Alubat Ovni 450 и Garcia Exploration 45. И начнем мы с размерностей. Итак, длина корпуса по палубе. Garcia 45 46,62 фута. Ovni 450 45,87 фута. Это 14 метров 62 сантиметра и 13 метров 98 сантиметров соответственно. То есть Garcia 45 длиннее на 64 сантиметра. Длина корпуса по КВЛ. Garcia 45 41,24 фута. Ovni 450 41,54 фута. Ширина корпуса максимальная. Garcia 45 14,57 фута. Ovni 450 14,07 фута. Осадка с открытым швертом. Garcia 45 9,51 фута. Ovni 450 9,51 фута. Водоизмещение. Garcia 45 32 214 фунтов. Ovni 450 25 463 фунта. Garcia тяжелее на 6751 фунт, что составляет 3062 килограмма. То есть разница составляет 3 тонны или 21%. Площадь парусности. Garcia 45 979,52 квадратных фута. Ovni 450 1027,95 квадратных фута. У Ovni площадь парусности больше на 48,43 квадратных фута или на 4,7%. Таким образом, мы видим, что длина корпуса по палубе, длина корпуса по КВЛ, ширина корпуса максимальная и осадка у этих лодок практически одинаковые. Но Ovni 450 легче на 21% и имеет площадь парусности почти на 5% больше. Переходим к расчетным параметрам. Фактор энерговооруженности. Garcia 45 15,54. Ovni 450 19,8. У Garcia 45 значение меньше, чем у эталона круизера, и это плюс к условному комфорту. У Ovni 450 значение существенно больше, чем у эталона, и это плюс к условному драйву. Фактор водоизмещения. Garcia 45 205,4. Ovni 450 158,58. У обеих лодок значение меньше, чем у эталона. Обе лодки относительно легкие, но Ovni 450 более относительно легкий, чем Garcia 45. Добавим плюс к условному драйву обеим лодкам. Фактор комфортности. Garcia 45 32,79. Ovni 450 27,16. У Garcia 45 значение соответствует эталону. Это плюс к условному комфорту. У Ovni 450 значение меньше эталонного. Добавим плюс к условному драйву. Риск опрокидывания. Garcia 45 1,77. Ovni 450 1,85. У Garcia 45 значение близко к эталону, но все же немножко больше. У Ovni 450 значение больше эталонного. Значение довольно большое, но меньше, чем у масс-маркета, которое обычно равно 1,9 и более. Добавим плюс к условному драйву обеим лодкам. Фактор балласта. Garcia 45 0,311. Ovni 450 0,323. Упрощенно можно сказать, что значения говорят о том, что форма лодки и балласт в данном случае играют большую роль в устойчивости лодки, чем вес киля. И это понятно, потому что обе лодки оборудованы швертом. Добавим плюс к условному драйву обеим лодкам.
Стройность корпуса. Гарсия 45 3,2, Овни 450 3,26. У Гарсия 45 значение немного меньше, чем у эталона круизера. Это значит, что лодка немного относительно шире эталона круизера. У Овни 450 значения практически совпадают с эталоном, и это значит, что Овни 450 немного относительно уже, чем Гарсия 45. Добавим плюс к условному комфорту обеим лодкам. Проектная скорость корпуса. Гарсия 45 8,61 узла. Овни 450 8,64 узла. Проектная скорость корпуса зависит от длины по ватерлинии, и соответственно, если длина ватерлинии одинаковая, то и проектная скорость будет одинаковой. У обеих лодок проектная скорость корпуса значительно больше эталонных значений. Обеим лодкам добавим плюс к условному драйву. Фактор скорости. Гарсия 45 1,38. Овни 450 1,118. У Гарсия 45 значение меньше эталона. Лодка не динамичная, со спокойным характером. Плюс к условному комфорту. У Овни 450, напротив, значение существенно больше эталонного. Лодка динамичная. Добавим плюс к условному драйву. Момент инерции. Гарсия 45 2 миллиона 50 тысяч 225 целых. Овни 450 1 миллион 360 тысяч 435,44. У Гарсия 45 значение намного больше эталона. Плюс к условному комфорту. У Овни 450 значение соответствует эталонному и на 34% меньше, чем у Гарсия 45. И это тоже плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Гарсия 45 3,74 секунды. Овни 450 3,2 секунды. У Гарсия 45 значение соответствует эталону. Плюс к условному комфорту. У Овни 450 значение меньше эталонного. Плюс к условному драйву. Показатель устойчивости. Гарсия 45 0,84. Овни 450 0,75. Значение меньше эталонных, и это значит, что обе лодки устойчивы. Причем Овни 450 более устойчива, чем Гарсия 45. Обеим лодкам добавим плюс к условному драйву. Ускорение бортовой качки. Гарсия 45 9 сотых G. Овни 450 12 сотых G. У Гарсия 45 значение находится в диапазоне значений, нежелательных для крейсерских яхт, но это еще зеленое значение. А вот у Овни 450 значение располагается в диапазоне значений, при которых возможно возникновение недомоганий. Это значение не характерное для круизных яхт. И для полноты картины посмотрим на сигнатурные ключи этих яхт. О том, как это работает, я рассказывал в выпуске номер 3 и сейчас не буду повторяться. Итак, возьмем сигнатурный ключ для Гарсия 45, а затем для Овни 450 и совместимых. Как мы видим, ключи имеют как почти совпадающие участки, так и совершенно не совпадающие. В целом можно говорить о том, что конфигурации ключей разные. А это значит, что при создании этих лодок использовались разные концептуальные подходы. Шкала Cruising Racing также подтверждает мысль о том, что Гарсия 45 и Овни 450 имеют значительно отличающиеся значения технических параметров. Вывод. По своим техническим параметрам Гарсия 45 это круизер, а Любат Овни 450 это Fast Cruiser. То есть это совершенно разные яхты, и говорить о том, что Овни 450 это бюджетный вариант Гарсия 45 вряд ли возможно.
Несомненно, это нишевые модели, и у каждой из них есть свои любители и поклонники. Но это разные лодки с совершенно разными характеристиками и поведением. Благодарю зрителей канала Сергея Чупина, Германа Акопова, Николая Бекетова, Павла Ил и Рэнди Скайман за предложение сделать сравнение технических параметров Alubat Ovni 450 и Garcia Exploration 45. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Несколько следующих выпусков также будут подготовлены по предложению зрителей канала. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Обращаю ваше внимание на то, что на канале мы рассматриваем серийные монохулы длиной до 58 футов включительно. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный круизер.